Мы с супругой прожили 8 лет, у нас есть 2 дочери, 7 и 3 лет. В семье всегда было взаимопонимание и уважение к друг другу. Я безумно люблю свою жену и всегда был уверен, что и она меня тоже любит. Если бы не случилось одно «но». Старшая дочь сильно приболела, и нам посоветовали сменить климат на некоторое время. Нами было принято решение уехать в Краснодарский край. Сам климат и морской воздух могли только положительно повлиять на здоровье ребенка. Конечно же, я поехать вместе с ними не мог, работа и дела не смогли бы меня ждать столь длительное время. А вот супругу с дочерьми без раздумий отправил. Несмотря на то, что это курортные места, а на курорте, как говорится, может случиться всякое, я всегда доверял жене и даже не мыслил о плохом. Чтобы самому пуститься во все тяжкие и оторваться за все годы брака и супружеской верности, даже не было и в мыслях. Я искренне верил, что ничем, кроме восстановления здоровья дочери, жена не будет увлечена. Пробыли они там в общем 3 месяца. По приезду оказалось, что я очень сильно заблуждался. Практически с самого порога она мне заявила, что встретила другого. Сначала я не мог справиться с недоумением, и искренне верил, что это какой-то розыгрыш, и в ближайшие моменты она объявит о том, что круто пошутила. Но этого всего не происходило, а она продолжала делиться со мной восторженными возгласами касательно чужого мужика. Сама же мне рассказала, какой он интересный собеседник с очень привлекательной внешностью, мужчина. Он был на целых 18 лет старше ее. Но за такой короткий срок он вдохновил и одушевил ее настолько, что она просто порхала и готова была прям сразу развернуться и уехать обратно к нему. Когда до меня наконец-то дошло, что все это правда, мне показалось, что на меня вылили кипяток. Я очень пытался себя сдержать, но никак не мог. Я просто шипел от необузданной злобы и раскаяния. Нет, я ее не бил, но был просто в бешенстве. В итоге я забрал документы детей и сказал: если хочешь, иди. По такой жене даже скучать не буду, а вот дочки останутся только со мной. Я не допущу, чтобы мои принцессы жили в одной квартире с чужим мужиком. Неважно, что она будет счастлива, но девочки не должны делить жилье с посторонним для них мужчиной. На этом наш разговор был окончен, и менять своего решения я совершенно не намеревался, несмотря на то, что она надеялась все-таки уехать. Осталась она только из-за дочек, и искренне надеялась, что я рано или поздно изменю свое мнение и отпущу детей. Видимо, она плохо меня знает, хотя могла бы за столько лет изучить. Пока она ждала моего расположения, смогла немного поменять свое мнение и принятое решение. Через 2 недели моего повседневного общения с дочерьми на нормальном уровне, моем переживании о них и тому подобное, она стала просить у меня прощения. Сказала, что передумала и изначально думала, что сможет без меня. Пожив в одной квартире, поняла, что я единственный мужчина для нее и никто ей больше не нужен. Говорит, что с ним у нее не было близости. А я искренне люблю детей. Для меня они всегда будут важнее всего. Я принял окончательное решение, однозначный развод и никакого прощения или второго шанса. Ведь все документы и деньги хранятся у моих родителей, в квартире я единственный собственник, поэтому она останется ни с чем и налегке может отчаливать к своему любимому мужчине.